Всем доброго утра. Наверняка многие из вас слышали песню «Цыгане любят шубы, да шубы непростые», да? «Цыгане любят кольца, да кольца золотые». Это народ, который, как бы ни ругали, ни говорили, в любом случае отличается все-таки удачливостью. И народ, который кочевой был, сейчас вроде стал оседлый, и тоже свою удачу получал из ниоткуда. Абсолютно из ниоткуда, надеясь на удачу, на чудо, на везение, приближая это везение всячески, всякими заговорами, всякими там ритуалами. Народ, который был искусен в магии, но потом немного потерял свою истинную силу и теперь может только сохранить за собой силу убеждения, но который когда-то славился своими знаниями в магии. А почему потерял? Потому что цыгане должны были кочевать, их судьба была такая, и обучать все народы магии, и обучать все народы уважать силы, духов, предков. Но они погрязли в материальном, они полюбили золото, деньги, и, говорят, за это их Бог отвернулся от них и основное количество знаний у них забрал. Однако, невзирая ни на что, цыганские шувани до сих пор пользуются успехом, спросом, и не нужно думать, что все цыганки, аферистки, мошенницы, ничего не умеющие. Среди них есть очень, очень сильные ведьмы, о которых идет молва. Одна из них была Роза из города Благодарный, Ставропольский край. Одна из моих наставниц. Мне судьба давала таких людей, выводила навстречу мне. И я очень им благодарна, потому что эти люди очень многому меня научили, очень много сказали, объяснили. И после встречи с этими людьми я в своем ремесле очень многое познала и узнала, что мне до сих пор помогает и создавать, и делать, и работать. Именно те знания, которые были даны моими наставниками. У меня есть прямой эфир, можете посмотреть, называется «Мои наставники». Я там очень подробно объясняю. Вот как ни странно, во всех сферах у меня встречались наставники. У меня встречались наставники в сфере славянского колдовства, да, русской магии мы называем. Наталья Ивановна, которая жила в республике Коми. И так получилось, что судьба меня забросила туда, и эта женщина меня обучила очень многому. Замечательный была человек. Когда я уехала, через некоторое время она ослепла и умерла. Я вот встречала их на закате их жизни. Роза, которая жила в Благодарном, цыганка, очень волевая женщина. Вот я от нее научилась материться, я вообще не материлась. Я от нее заразилась матом. Мне так нравилось, как хорошо она материлась, что мне где-то стало понятно, что без мата тоже мы никуда. Макарий, дед Макарий, который жил в Тверской области, город Удомель. Ну, городок такой маленький, Удомель. Я неправильно произносила этот город, называла Удомля. А на самом деле Удомель, Тверская область. Тверь очень красивый город, мне нравится. Но единственный минус Твери, что бабы там пьющие. И очень сильно. К сожалению, это правда. И вот этим славится Тверь в последнее время. Но Тверь сам по себе, вот я бы там жила. Тверь, Псков, это мои любимые города, который тоже много чему меня объяснил и научил. Мой наставник, который жил в Африке, в ЮАР, и через женщину, через которую мы с ним познакомились, он мне очень много чего передавал. Потом посвятил меня, и через буквально полгода его не стало. Понимаете, во всех сферах мне встречались, мне давали силами наставники, которых я очень уважаю, благодарю и до сих пор, хоть их уже нет,
но я очень им признательна, потому что столько знаний, которые есть у меня, в основном взято у этих людей. И я не могу это отрицать. Поэтому я никогда не понимала людей, которые обсирали или плевали в душу тем, у которых обучались, у которых много чего узнавали. Таким людям нужно быть благодарны всю жизнь, а не стараться облить дерьмом их имя, как бы считая, что этим ты себя возвышаешь. Для меня очень странное возвышение, если честно. Итак, вот на основе тех знаний, которые мне передала Роза, я хочу подарить вам этот ритуал «Цыганский король». Вообще она называла барон, но потом, когда я начала в совокупности делать ритуалы цыганские, я поняла, что барон – это немножко иное. Здесь именно король. Король коронованный, потому что барона выбирают люди. Выбирают как того, кто как бы поведет их, да, значит, лидера, там, руководителя и так далее. А здесь именно король. Коронованный человек, он всю жизнь будет коронован. То есть его не нужно ни переизбирать, ни пересматривать его кандидатуру. Поэтому цыганский король. Дорогие друзья, для этого ритуала вам нужно положить натуральную шубу или натуральную кожу, но натуральные. Не должно быть абсолютно искусственной. У искусственных вещей нету энергии. А если нет энергии, деньги не будут притягиваться. Только натуральная шуба. Положить натуральную шубу, любую, или натуральную кожу, которая у вас есть. Значит, раскидать вот так свои богатства. Серебро, золото, белое золото, драгоценные камни, полудрагоценные камни. Но бижутерии быть не должно вообще даже в помине. Это все создает определенную энергетику, алтарь богатства, который притягивает то, что ты хочешь. Читать нужно 6 раз. Это все соберете, положите по сундукам. Шубу после того, как вот все это собрали, накиньте на себя. И что говорить, я вам скажу. На пару минут, а потом снимите и повесьте обратно. И вы, если будете это периодически повторять, это вам будет приносить имущество. Особенно сейчас очень сильные дни, после лунного затмения и так далее. Сейчас вообще сильные дни для денег. Я вам рекомендую всем, у кого денежные ритуалы мало получается, я еще раз вам повторю, что не получается у тех людей, у которых серьезные препятствия, блоки денежные, порчи и так далее. У этих людей не получаются. Или получается очень слабо, очень тяжело. Учтите, когда вы спрашиваете, я вам 100 раз объясняла, еще раз говорю. Попробуйте найти канал «Ритуалы для всех. Ведьмина изба». Там человек собрала все ритуалы, которые для всех. И там есть ритуал изгнать богатство. Ой, фу ты, извиняюсь, фу ты. Уже все заклинил. Изгнать бедность, сжечь бедность. Она очень сильная вещь и очень быстро помогает. Вот сначала начните изгонять бедность, а потом начните призывать богатство. Постепенно усиливайте себя, приучая к этим ритуалам. И вы увидите, что увенчается успехом ваше старание. Итак, начнем. Читать 6 раз, я прочитаю 1 раз, вы 6. В конце все это уберете по сундукам, по своим местам. Киньте на себя, значит, шубу и говорите слова, которые я вам скажу в конце. Пару минут носите на себя, а потом повесьте обратно. Начнем. Пойду я на перекресток 4 дорог. Сидит там на троне старый цыган казначей. Золото до камения считает. Считает да считает. Вот так руками проводит. Считает да считает. В сундуки кладет. Счету своему богатства не знает.
Считает, считает, счет потеряет, заново начнет. Опять пересчитает, считает, считает, счету своему богатства не знает. Увидит меня, за руку возьмет, за место себя посадит на трон золотой, да коронует не короной меня, а удачной, счастливой цыганской звездой. Быть навеки мне цыганским королем. Неважно, женщина, мужчина, называем королем себя. Так положено, это особая сила. Итак, быть навеки мне цыганским королем. Везение мой путник отныне, текут ко мне рекой всеми дорогами, всеми порогами, да перекрестками богатства и злата. Живу я богато, живу я богато, живу я богато. Король цыганский в золоте купается, с богачами мира якшается, с везением на короткую ногу. Деньги всегда находят ко мне дорогу. Считать моих денег не пересчитать. Отныне только достатка мне знать. Сундуки мои полны сукна, злата, серебра, да всякого добра. О, Гаэна Матерь, о цыганская удача, дайте мне столько богатства, чтобы некуда было прятать. Меня на царство короновали, удачу и везение дали, наделили фартом, богато мне жить, отныне сладко есть, да получать дары и добрую весть. Да будет так, да будет так, да будет так, заклято. 6 раз прочитали это заклинание. Все время вот так вот проводите руками, то есть усиливайте себя вот этой энергией богатства, заодно и как умножайте. Почему люди, которые часто любят свои деньги считать, у них постоянно деньги, а люди, которые засунули свои деньги и не хотят даже туда заглядывать, все время думают, там, расстроюсь, все равно мало, не столько, сколько я хотела бы, у них никогда нету. Люди, которые любят красиво считать, раскладывать, знаете, там, картина к картине, они очень бережно относятся к своим деньгам, у них всегда есть. Люди, которые вот так скомкали, засунули в кошель свои деньги, они обижают денежную силу, и к ним деньги не придут. Не надо молиться на деньги, деньги не божество. Деньги должны нам служить, а не наоборот. Но в то же самое время денежную силу надо уважать. Кто скомкал, положил туда, в кошелек или по карманам запихал, у этого человека достатка не будет. Надо научиться любить денежную силу. Так вот, часто вытаскивайте, обводите руками. Тепло идет от камней, потому что они натуральные и от металла. Так вот, вот так вот читайте, разводя руками над вот этой красотой, да. В конце все это, когда разложите по местам, снимите, то есть, да, поднимите с алтаря, со стола вашу шубу или натуральную куртку из кожи, как я сказал, киньте себе на плечи и говорите: «Коронована я цыганским королем. Отныне мне жить богато в злате, в серебре и во всяком добре. Да будет так, вечно и навечно, истинно». Все. Ну, как всегда, Яна освободится, она сейчас просто загружена очень, поэтому она пока не успела напечатать, она обязательно наберет текст. Я знаю, что это человек ответственный. Просто она очень много сейчас напряжения с этими всеми делами. Она там собирает много чего, скрины, все это записывает. Поэтому не обессудьте, времени мало, но она обязательно распечатает, и в течение короткого времени у вас будет все эти заговоры. Проведите на здоровье. Хотя бы раз в месяц это проведите, если уж не часто, и вы увидите, что удача начнет вас сопутствовать. Это обязательно, потому что есть некая цыганская удача, понимаете? У этого народа она есть, что бы ни говорили. Как бы они ни жили, что бы они ни делали, у них некая удача, из которой им просто помогает во всем. Всего хорошего.